По прибытии в Индию полковник сразу же отправился в тот городок, где когда-то стояла его часть. За 20 лет, прошедших с той поры, многое изменилось. Английских войск там уже не было. Но базары и базарные дни остались. По-прежнему в городок по большой дороге сходились и съезжались люди, и как раньше над горами витал дух легенды о таинственном монастыре, хранившем тайну источника молодости, о 200-летних ламах, которым на вид было не больше сорока, о таинственных исчезновениях и найденных в диком ущелье скелетах. Спустя почти 20 лет полковник начинал все с самого начала: расспросы, контакты, уговоры. Одну за другой предпринимал он экспедиции в горные районы, однако все было тщетно. Один раз он попытался отправиться следом за горными ламами, приходившими на базар, когда те возвращались домой. Но это оказалось невозможным. Ламы прекрасно знали горы, были очень сильны и шли так быстро, что 60-летнему старику угнаться за ними было никак невозможно. Прямые разговоры с ними тоже ничего не давали, те делали вид, что не понимают его, хотя торговались с местными жителями достаточно бойко. Правда, каждый говорил при этом на своем диалекте, но понимали они друг друга прекрасно. Из всего этого полковник заключил, что избрал неверную линию поведения. Однако он понимал, что отступать уже поздно. После множества расспросов по всей округе распространился слух о белом старике, который ищет источник молодости. Поэтому он методически продолжал начатое дело. Были моменты, когда ему казалось, что все потеряно, что даже если за легендами о боге Возрождения и скрыто какое-то реально существующее явление, белого чужака в самое сердце своей тайны тибетцы не допустят никогда. Но он вспоминал сон, который видел в последнюю ночь на вершине холма. Слова, которые он слышал тогда, явственно звучали у него в ушах. У полковника даже не было полной уверенности в том, что это не было чем-то большим, чем сон. И сэр Генри с новыми силами в который раз начинал все сначала. Через 3 года медленного последовательного приближения у него возникло ощущение, что за ним кто-то наблюдает. Это странное чувство не покидало его даже в моменты, когда он был абсолютно уверен в том, что находится в полном одиночестве. Именно тогда он и написал свое первое письмо ко мне. А через несколько дней произошло событие, положившее конец неопределенности. Был весенний базарный день, и утром полковник отправился к палаткам на окраине городка, чтобы в очередной раз порасспросить людей о боге Возрождения. Мычали яки, на разные голоса выкрикивали что-то свое торговцы, покупатели бродили среди палаток, рассматривая посуду, упряжь, оружие и другие товары. Полковник медленно брел по базару, разглядывая публику. Вдруг он ощутил сильный мягкий толчок в спину. Он обернулся, но рядом с ним никого не было. Однако метрах в 20 от себя полковник увидел рослого ламу, пристально на него глядевшего. Встретившись с ним взглядом, полковник вновь ощутил толчок, но на этот раз изнутри. Это было непостижимое ощущение, словно сила взгляда ламы сквозь глаза проникла внутрь тела сэра Генри и там взорвалась мягким беззвучным ударом. Лама жестом подозвал полковника. «Я пришел за тобой», — сообщил он на вполне пристойном английском, когда сэр Генри приблизился. «Идем. Постой, мне нужно кое-что взять из своих вещей. У меня есть все, что может понадобиться тебе в пути. Идем. Когда ты вернешься, все твои вещи будут в полной сохранности. Хозяин гостиницы о них позаботится». С этими словами лама Каньям, а это был именно он, повернулся и медленно пошел прочь. Прихрамывая и опираясь на свою трость, полковник последовал за ним. Никто из окружавших их людей не обернулся,
никто не посмотрел им вслед. У полковника возникло впечатление, что с того момента, как взгляд его встретился с взглядом ламы, для всех окружающих он исчез, они попросту перестали его замечать, как будто взрыв силы взгляда ламы внутри тела полковника окружил его неким непрозрачным для обычного человеческого восприятия экраном. Полковник чувствовал все, что он знал, все отношения, к которым привык, все составлявшие социальное значение и жизненный опыт личности, которой он себя считал, осталось снаружи, за этим невидимым экраном, там, среди суеты базарного дня. А внутри было нечто беспомощное, лишенное точки опоры, то, чему предстояло начать учиться жить с самого начала. И, словно ухватившись за тонкую ниточку последней надежды, он послушно брел за ламой. Они шли весь день. Когда спустились сумерки, полковник с удивлением обнаружил, что почти не устал. Темнота застала их у входа в узкое ущелье. «Заночуем здесь», — объявил Кы. Это были первые слова, произнесенные им за день пути. «Вон там над уступом есть пещера. В ней еда и вода». Они поднялись по склону. Пещера оказалась неглубокой, но очень удобной. В глубине ее в скале было выдолблено нечто вроде лежанки. Лама Кы развел костер, и в котелке, который достал из расщелины, сварил немного ячменя. Воду он брал из круглой ямки, находившейся возле стены пещеры. Когда полковник поел, Лама Кы спустился из пещеры вниз, нарвал на дне ущелья охапку какой-то душистой травы, расстелил ее на каменном топчине и велел полковнику ложиться спать. Когда тот устроился, Лама Кы заботливо укрыл его своим выгоревшим на солнце огромным шафранно-золотистым плащом из грубой ткани. «Ты очень неплохо говоришь по-английски», — произнес полковник. «У меня было время научиться», — уклончиво сказал Кы. «И не только говорить по-английски». «И давно ты водишь людей в обитель?» — поинтересовался полковник. «Давно. А кто был ламой Кы до тебя?» «Никто». «Да, но я слышал, что Лама Кы приходил за избранными и 300 лет назад». «Приходил. Значит, кто-то был ламой Кайньян до тебя?» «Почему ты так решил?» «Но не мог же ты». «Почему?» «Но ведь ты же совсем молод. По виду тебе не дашь больше сорока. 300 лет назад. Даже если источник молодости». И тут полковник вдруг осекся. Он начинал понимать. «Спи», — сказал Лама Кы, — «завтра я разбужу тебя на рассвете». Затем он принялся выполнять какие-то упражнения. Полковник не мог видеть ламу в темноте, засыпая, он слышал только его ритмичное дыхание. Наутро Кы сварил немного горных бобов, накормил полковника, и они вновь отправились в путь. На вопрос полковника, почему лама ничего не ест, тот ответил, что ламы вообще не едят в пути. Накануне вечером полковник не очень хорошо разглядел ламу в свете угасающего костра. А в течение предыдущего дня пути тот ни разу не снял свой плащ с капюшоном. Теперь же полковник получил возможность рассмотреть ламу Кы без плаща. На нем были мягкие сапоги из невыделанной ячьей кожи, легкие хлопчатобумажные штаны и красная безрукавка из какой-то странной ткани. Гладкая, упругая оливкового цвета кожа и идеальные линии сухощавого мускулистого тела ламы произвели на полковника поистине потрясающее впечатление. Перекинув свой плащ через плечо, Лама Кы легко шагал по камням и молчал. Полковник с удивлением обнаружил, что поспевать за ламой не так уж трудно. Конечно, тот шел медленно, однако не настолько, чтобы сэр Генри со своей тросточкой мог следовать за ним с такой легкостью. Он спросил у ламы, в чем тут дело. «Это моя работа, водить стариков через горы к источнику молодости».
Сейчас моя сила, твоя сила. А возвратиться ты сможешь и сам. Возвратиться. Но люди ведь говорят, что оттуда не возвращаются. Люди? Ты больше слушай, что говорят люди. Не возвращаются те, кто хочет остаться. А ты принадлежишь к совсем другому миру и несомненно решишь вернуться. И меня отпустят. Страшных сказок наслушался. Тебя позвали, чтобы научить. А уходить или оставаться — твое дело. Никто никого не держит, никто никого не заманивает хитростью и никого не загоняет в обитель силой. Ты искал и был достаточно настойчив, значит, тебе это действительно необходимо. Ты принял решение изменить себя и готов идти до конца. А наше дело — научить тебя способу преодолеть этот путь. Научить способу. Ты хочешь сказать, что Око Возрождения это? Увидишь. Всему свое время. Послушай, ты полагаешь, я смогу научиться? А почему нет? Или ты не такой, как остальные люди? А научившись сам, смогу ли я учить других? Сначала научись. Хотя, если честно, мы очень на это рассчитываем. Больше до самого вечера не было произнесено ни слова. Ночевали они в пещерке, похожей на первую. По-видимому, за сотни лет практика провода стариков через горы была отработана до мелочей. Засыпал полковник, как и в предыдущую ночь, под ритмичное сопение упражнявшегося ламы Кы. Утром полковник спросил: «Скажи мне, Кы, а кому принадлежали те скелеты, о которых рассказывали горные бегуны?» «Откуда мне знать?» «Наверное, людям, которых убили горы. Но ведь их находили в одном и том же ущелье. Ущелье может быть очень длинным. Может быть, именно в нем живут большие леопарды. Если люди эти шли в одно и то же место, то и путь их проходил именно через то ущелье. Но они шли не к источнику молодости. Кто знает. Я провожу в монастырь не всех жаждущих, а только тех из них, кого мы выбираем. А каков критерий отбора? В человеке не должно быть алчности. Ведь часто случается, что человек стремится к Оку Возрождения, чтобы после торговать молодостью. Давным-давно перестало быть секретом то, что Око Возрождения есть нечто, что каждый может унести с собой и передать другому человеку. А как вы можете узнать глубоко скрытые мотивы, движущие человеком? Лама Кыньям промолчал. Только на губах его возникла улыбка. «Ну хорошо», — сказал полковник. «Вы знаете, что человеком движет алчность». Однако ему удалось добраться до монастыря. Что тогда? Вы не допустите его к источнику. Решать такие проблемы — дело не мое, а лам учителей в обители. Лично я думаю, что если алчному человеку удалось добраться до монастыря, значит, в том была необходимость. Полагаю, он получит все то же, что получают другие. Но кто сказал, что за время пребывания в обители движущие им мотивы не претерпят изменений? Хотя, знаешь, я не очень-то верю в то, что алчный дойдет до источника. Ведь его никто не станет вести. А бывает ли так, что вы, как бы это сказать, останавливаете алчных одиночек, стремящихся самостоятельно добраться до обители? Лама рассмеялся. Конечно же нет. Зачем? Для этого существуют горы, которые не прощают ошибок. Алчность – ошибка. Разумеется. Ошибка всей жизни. И еще один день пути прошел в полном молчании. Дни сменялись ночами, ночи – днями, они шли от пещеры к пещере, и скоро полковник утратил счет времени. Лама Кы в основном молчал. Изредка полковник начинал его о чем-нибудь расспрашивать. Лама отвечал охотно,
но кратко и точно. Еще одна беседа запомнилась сэру Генри. Однажды вечером, незадолго до того, как они пришли в монастырь, полковник спросил: ты говорил в начале нашего путешествия, что вы рассчитываете на то, что я, овладев оком Возрождения, сумею научить этому других людей. Почему вас это интересует? Кстати, за все время я ни разу не спросил, кого это, вас. О том, кто такие мы, я все равно ничего тебе не скажу. А рассчитываем мы на тебя потому, что через несколько десятков лет люди в большом мире, назовем это так, вплотную столкнутся с необходимостью бороться с самими собой за собственное выживание. Их склонность потакать себе во всех своих слабостях заведет их чересчур далеко. И тогда око Возрождения может оказать им неоценимую помощь. Ты – первый человек оттуда, кто получит сокровище этого знания. Никто не будет требовать от тебя, чтобы ты, вернувшись домой, тут же начал собирать вокруг себя толпы и преподносить око Возрождения как некое откровение. Но если кто-либо попросит тебя научить его искусству оставаться молодым, тебе не следует отказывать.